Всем привет! Сегодня мы представляем краткую видеоинструкцию по уходу за луком Ханкю. Лук хранится в тканевом чехле. Там же находится и тетива. И первое, что мы должны сделать, это натянуть лук, то есть подготовить его к стрельбе. Лук, с которым мы сегодня работаем, имеет длину 71 дюйм, но инструкция подойдет к лукам любой длины. Установка тетивы на лук. Итак, первый важный момент. Нужно понимать, в какую именно сторону должен сгибаться лук. Внешняя часть лука называется спинкой. Слои спинки растягиваются при натяжении. Внутренняя часть – это живот лука. Легко определить, где живот лука по маркировке. Она всегда наносится на животе, на нижнем плече. Итак, устанавливаем тетиву на лук. Ханкю асимметричный лук, поэтому тетива будет тоже асимметричная. Нижняя петля тетивы та, что ближе к центральной обмотке. Надеваем ее на нижнее короткое плечо лука. Теперь сгибаем лук. Рукоятка лука упирается в заднюю часть бедра левой ноги, а нижний конец лука упираем в правую щиколотку. Лук сгибаете левой рукой за верхний конец. И при этом не забывайте следить, чтобы точка упора была именно на рукоятке. Надеваем верхнюю петлю и готово. Вот так выглядит лук с натянутой тетивой. Расстояние от рукояти до тетивы называется базой лука. Для ханкю это расстояние может быть в пределах 13-17 см. Центральная обмотка тетивы находится напротив рукояти и напротив места приложения стрелы. А теперь давайте постреляем. Перед тем, как стрелять, еще пару слов. На луке Ханкю есть 5 ротанговых обмоток. Они выполняют декоративную функцию. Бандажей может быть и больше, но для соблюдения японских традиций их количество должно быть нечетным. Еще один важный момент – это расположение тетивы лука. Первый вариант – тетива находится по центру. В этом случае стрелу можно прикладывать как слева, так и справа от лука. Вариант второй. Тетива смещена вправо от рукоятки. Такое расположение тетивы используется на классических японских луках, но правда не обязательно. Это дает некоторые преимущества, если вы стреляете, прикладывая стрелу справа от рукоятки. Последний вариант. Тетива смещена влево от центральной оси. Он удобен для тех, кто прикладывает стрелу, соответственно, с левой стороны от рукояти. Выбрать вариант расположения тетивы можно при заказе. По умолчанию обычно мы делаем луки с центральным расположением тетивы. Стрелу прикладываем в том месте, где заканчивается кожаная рукоять и начинается ротанговая обмотка. Для стрельбы из японских луков используют специальную перчатку на правую руку. Но мы обойдемся без перчатки. Натягиваем тетиву классическим азиатским способом большим пальцем. Но для начала стрельбы нам надо разобраться с еще одним моментом. Это максимальная длина растяжения лука. Наша стрела длиной 36 дюймов или 92 сантиметра. На маркировке лука указан параметр максимальной длины натяжения. Для данного лука это 33 дюйма. Мы можем использовать нашу стрелу 36 дюймов, но нельзя растягивать лук больше, чем максимальная длина растяжения, указанная на маркировке лука. Теперь можно стрелять. Можно положить стрелу слева от рукояти и натяжка 3 пальцами. Попробуем еще таким экзотическим способом. После стрельбы рекомендуем сразу снять тетиву. Чем меньше лук будет с натянутой тетивой, тем лучше для него. Снимаем тетиву так же, как и надевали.
Можно очень аккуратно чуть-чуть выпрямить плечи. Только это нужно делать очень аккуратно. Это поможет луку лучше сохранять свою форму и упругость. Но будьте очень внимательны. Лук не предназначен для изгиба в противоположную сторону. Поэтому не прикладывайте больших усилий при выравнивании. И распределяйте нагрузку равномерно. При сгибе удерживайте лук в районе ротанговой обмотки. Это защитит накладку на конце лука от нагрузок. Иначе есть риск, что накладка может отклеиться. Еще немножко поравняем и достаточно. И еще несколько заключительных рекомендаций по уходу за луком. Лук хранится только со снятой тетивой. Не храните лук на улице или в сыром помещении. Близость нагревательных приборов и прямые солнечные лучи также нежелательны. Лук должен храниться в комнатных условиях. Стрелять из лука при небольшом дожде и на открытом солнце можно, но желательно не использовать лук на морозе. Надеемся, наша видеоинструкция будет вам полезна. Спасибо за внимание и до новых встреч!